Страсти по поводу американской спецоперации против российского спорта понемногу улеглись. И сейчас можно более-менее спокойно поговорить о том, как российские власти будут мстить нашим заокеанским оппонентам. Тем более, что первые шаги уже сделаны. Для начала хочу в очередной раз привлечь ваше внимание к тому, что мы и наши ценности отличны от западных. Поэтому, если хочется как следует отомстить, то нужно бить туда, где больно им, в соответствии с их системой ценностей. Именно поэтому я считал и продолжаю считать предложение о бойкоте Олимпиады глупостью. Нашим оппонентам от этого не больно, а даже приятно. Ведь их цель заключается в том, чтобы выкинуть с Олимпиады всех россиян, а бойкот им в этом только поможет. Нет, дорогие друзья, наших заокеанских оппонентов нужно бить именно в тот предмет, который заменяет им честь, совесть, сердце и душу. Их нужно бить по кошельку. Именно этого они и боятся. Британская Guardian пишет, что больше всего американские спортивные чиновники опасаются исков от российских спортсменов, поданных не в спортивный арбитраж в Лозанне, а в суды общей юрисдикции. Иски о защите чести, достоинства, деловой репутации, а также требования возместить моральный и материальный ущерб из-за пропуска Олимпиады обещают быть настоящим адом для американских чиновников. Ведь в обычных судах именно на них ляжет ответственность в плане доказательства своих обвинений. И никакие ссылки на секретных свидетелей, происки ФСБ уже не помогут. А иски ведь можно предъявить не только ВАДА, как организации, но и конкретным ее сотрудникам, экспертам и юристам, которые в своих интервью наговорили достаточно, чтобы их по судам таскали с целью получить компенсации всю оставшуюся жизнь. А компенсации могут быть самыми разными. Например, за упущенную российскими спортсменами выгоду от рекламных контрактов. Кому-то может показаться глупой или даже смешной идея отстаивания справедливости в европейских или американских судах. Но я бы попросил вас вспомнить, что идея подать апелляцию против решения голландского суда о выплате акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов тоже сначала казалась смешной. Но смешной она была ровно до того момента, когда апелляцию России удовлетворили. Сейчас адвокаты акционеров ЮКОСа отзывают свои иски в Германии и Великобритании, так как уже поняли бесполезность дальнейшего противостояния. Могу напомнить недавнее решение стокгольмского арбитража, который в конфликте между «Газпромом» и Литвой встал на сторону российской компании, несмотря на то, что европейские политики поддерживали Литву, да и само дело против «Газпрома» было явно политическим. А еще можно вспомнить дело Росатома против Болгарии, в котором российская госкомпания выиграла компенсацию за отмененный контракт по строительству атомной электростанции, которую запретил строить Евросоюз. Так что успешный опыт использования иностранных судов у нас есть. И теперь главное его правильно использовать, предоставив нашим спортсменам и спортивным федерациям услуги лучших адвокатов и начав юридическую охоту за конкретными чиновниками ВАДА. Они этого боятся. А значит, именно это и нужно делать. После завершения Олимпиады и окончательных решений спортивного арбитража в Лозанне следует ожидать подачи целой серии исков от российских спортсменов. Я обязательно буду следить за этой темой. Вторым важным элементом мести должно быть лишение ВАДА монополии на допинг-контроль и на определение того, что является, а что не является допингом. А то получается, что американцам использовать свой аналог мельдония можно, а нашим нельзя. И тут у нас появляются ситуативные, но очень нужные союзники в лице чиновников МОК и руководителей многих спортивных федераций. Если посмотреть на ситуацию с их точки зрения, получается, что они всю жизнь зря карабкались по карьерной лестнице, зря давали взятки для получения должностей. И вообще они оказались сейчас пешками в игре каких-то американских юристов, которые присвоили себе право решать, кто будет, а кто не будет участвовать в Олимпийских играх. У чиновников МОК отбирают, причем нагло, их главный бизнес. Они этого не простят. Уже сейчас Томас Бах и его друзья делают заявление, что всю систему допинг-контроля пора реформировать. И в этом смысле он практически повторяет слова Владимира Путина, который тоже требует подобной реформы.
Очень может быть, что ее поддержат Китай и другие страны, которые увидели, как легко можно стать жертвами ВАДА. Напоминаю, что попытку американцев отстранить всю сборную России поддержали всего 14 стран. А это значит, что среди членов олимпийского движения найдется достаточное количество сторонников лишения ВАДА его нынешнего статуса. Это сильно ударит как раз по кошельку американской лавочки, которая привыкла получать деньги за то, чтобы конкретные препараты признавались белыми и пушистыми. Американские спортивные чиновники уже поняли, что их ждет, и пытаются дать задний ход. Из последней версии доклада ВАДА вдруг неожиданно исчезло письмо Родченкова, а глава ВАДА Крей Риди вдруг заявил о том, что нет доказательств того, что государство вмешивалось в деятельность Всероссийской Федерации легкой атлетики, забыв свои прежние обвинения. Это все хорошо, но поздно. И пусть то, что произойдет с чиновниками ВАДА, послужит уроком для других. Русские всегда умели сводить счеты, причем не только оружием. Американцам предстоит в этом убедиться снова.